Камера видеонаблюдения Dahua с AliExpress. Модель на упаковке. Полная информация на странице продавца. В подробностях во всех. По поводу матрицы, по поводу размера матрицы. Все там прописано, поэтому я ссылку оставляю. Просто заходишь, ознакомливаешься, читаешь отзывы людей. Люди пишут там, как подключал, что происходило. Оригинал, не оригинал. Есть специалисты, которые сравнивают. Ознакомливаешься с ценой, понятно, по этой камере. Вкратце, 8 мегапикселей, 3,6 мм. Модель очень простая, невозможно прочитать ее очень быстро. Размеры также есть этой камеры и вес 1,31 килограмма. Непонятно мне, почему такая огромная коробка и почему такая огромная камера, которая не имеет варифокального объектива. Посмотрите на этот металлический корпус и на этот размер камеры. Динамик. Наверное, слот для карты памяти разберем дальше, посмотрим. Как видите, нету варифокального объектива. Обычный объектив. Здесь есть выбор при заказе 2,8 мм широкоугольный заказать или 3,6. Светодиоды. На сайте написано, что здесь имеются красная и синий светодиод типа мигалки полицейской. То есть все эти моменты, вот эти, как вы говорите, игрушки в дешевых камерах, мигалки, свистелки, пищалки, также есть это и в Dahua, и в серьезном дорогом бренде. Камера не дешевая, зайдите, посмотрите по ссылке. Ну и просто подключим ее, посмотрим, какая реальная с нее картинка. Свое мнение скажу вам по этому поводу. Понятно, что кому покупать? Да у тех, у кого уже есть Dahua система видеонаблюдения, уже кто присел на Dahua, то у вас как бы особого выбора, наверное, и нету. И поэтому вам стоит покупать именно камеры Dahua. На отводе кабеля смотрите, что здесь происходит. И питание, и аудио вход, и аудио выход, наверное. И RJ45. Посмотрим, встроенный POE есть или нету. Также на наклейке модель камеры и, скорее всего, QR-код с ее ID. Макулатуры также хватает. Тут вот толстая такая, на разных языках различные предупреждения. Идет кривой ключ со звездочкой с двух сторон. Регулировка, скорее всего, кронштейна. Да, здесь кронштейн такой, что регулировать не совсем просто и легко. Еще и попробуй. Ну попадается все. Можно настроить, отрегулировать. Но главное, что видите, все это мощное и толстая, и камера. Ну, в основном из-за корпуса она такой вес имеет. Крепежный элемент можно использовать. Наклейка, такой стикер, чтобы вы не потеряли. Сканируешь QR-код и выдает тебе полностью сайт со всеми настройками по камере, с программами, которые нужно скачать и на компьютер поставить именно по QR-коду. Но это удобно. Шаблон для разметки, крепления на камеру. И инструкция чисто по установке, подключению муфты монтажа на RJ45, а муфты в комплекте что-то нету. Есть у меня видео, как монтировать муфту на разъем интернет. Даже, смотрите, и вот напишите, вы говорите. Разъем питания показано заизолировать изолентой от попадания дождя. Черная изолента видим на картинке. И вот как это будет в результате выглядеть. И это советуют специалисты. А вы напишите свое мнение. Это правильно, нормально это или нет. И по монтажу также по камере, куда карту памяти устанавливать. То есть вот такая в картинках инструкция. А все остальное уже ты должен знать сам. До 256 гигабайт поддерживает карты памяти камера. И здесь вот хорошо, что такие же винты под такой же ключ установили, что не поставили сюда обычный подкрестик. Можно использовать вот этот ключ, который идет в комплекте для откручивания крышки. Сейчас посмотрим, фиксация есть ли на винтах. Если, например, ты хочешь не снимать камеру и извлечь карту памяти, заменить ее или просто извлечь для информации, что здесь у нас происходит. Фиксация есть или нету. А фиксация есть. И вот видите, здесь все продумано. Не помню, в какой камере недавно, вроде бы и камера дорогая, а выпадало все это дело. Здесь на страховочном шнурке, на резиновом, то есть даже это не резинка, силиконовое что-то такое, поводок. То есть ты ее раз отбросил, камера кверх ногами на высоте, это все висит, и винты зафиксированы, ты не потеряешь их.
И здесь кнопка сброса к заводским установкам и слот для карты памяти. И указано, как ее нужно устанавливать, а именно вот таким вот образом. Да, все правильно, и доводим можно даже этим ключом. Или кнопка сброса к заводским установкам. Также тут есть крышка металлическая, это часть прокладка. Все продумано, все изолировано от внешней среды. Смотрю, что несложно разобрать камеру, посмотреть внутренности. Вот эту накладку отщелкиваем отсюда, с этой стороны. Не надо ничего ковырять, ломать. Вот такой вот накладка, защитный такой фильтр. Вот здесь у нас с этой стороны светодиоды. И там же и винты, 4 винта под этот ключ. Поэтому ничего более использовать не надо. Откручиваем 4 винта по периметру и изымаем внутренности. Так, здесь уже без фиксации, но понятно, что... Смотрите, какое устройство. На каждом модуле стоят огромные кронштейны алюминиевые, которые служат радиаторами. Вот первый модуль с матрицей, с объективом, с инфракрасными и с белыми светодиодами. И смотрите, какой мощнейший кронштейн здесь стоит. Он служит, ну, как крепежным элементом, на который все крепится. И также он служит радиатором для отвода тепла. То есть тут все продумано. И также далее там, посмотрите, то же самое. Посмотрите, что там внутри. Также все на таких же кронштейнах алюминиевых. И там POE модуль с питания. Ну, все, что там установлено, также идет оно на таких алюминиевых огромных кронштейнах. Вот почему такой корпус. Не скажу я, что дешевые камеры сейчас перегреваются и выходят из строя, в общем-то, и на жаре работают. Дешевые самые варианты, показывал я вам видео, по нескольку лет работают даже в пластиковых корпусах без наличия радиатора на процессоре. Но Dahua вот здесь постарались. 2 пакетика силикагеля по краю. Интересно, конечно, все разобрать, но не буду разбирать, просто вскрыли. Не буду нарушать работоспособность камеры. Камера будет в продаже в Украине по цене AliExpress. Кому интересно, после видеообзора заходи в Telegram. Проблема, кто не каждый день и не часто пользуется и подключает камеры Dahua, будет заключаться в том, что данные камеры до сих пор не имеют по умолчанию включенного DHCP. То есть ты ее подключаешь кабелем к роутеру. У современных, у всех камер уже включена функция адаптации под домашнюю подсеть автоматически. То есть роутер видит эту камеру, автоматически присваивает ей домашний IP-адрес. И камера уже в домашней сети, и ты можешь ее находить любыми способами. Хоть видеорегистратором, хоть приложение на смартфоне, с компьютера. В Dahua до сих пор DHCP выключено по умолчанию. 3 года назад или 4 делал я обзор на небольшую Dahua, маленькую. И там также я танцевал с бубном, потому что я каждый день их не подключаю. Если ты вот часто будешь их подключать, ты будешь знать сразу, что достав ее из коробки, ее нужно подключить к компьютеру кабелем и дедовским старым способом поменять IP-адрес через компьютер. Зайдя на веб-интерфейс камеры, изменить, если подсеть домашняя не совпадает с твоей. По умолчанию 192.168.1.108 IP-адрес. У меня подсеть 0, здесь подсеть единица. Если у тебя подсеть единица, то она у тебя уже будет в домашней сети без проблем. А у кого подсеть другая, число другое отличается от единицы, то нужно будет изменить IP-адрес. Config tool поставил. Не могу изменить, как и в прошлой камере. То пароль не тот, то не то, то не то. Дедовский простой способ. Камера остается подключена. Кабель, конец в камеру, другой в компьютер. И изменяешь IP-адрес. Видео есть у меня старое, кому нужно, отдам, посмотрите. И после этого камера нашлась. Нашел ее видеорегистратор в домашней сети. И в приложение вот я ее добавил. Вот она. Вообще без всяких проблем. Поэтому, ну, вот такой момент в Dahua до сих пор есть. Тяжело поставить по умолчанию включенное DHCP, хотя есть эта функция. В этой камере она есть, но она просто выключена. Не знаю, может такая безопасность, пишите в комментариях. Приложение DMSS Дахуовское. Можно на iMovie, я так понимаю, добавить приложение.
в приложении iMovie эту камеру. Камера универсальный вариант, может работать с видеорегистратором, с приложением, на компьютере можешь отслеживать. С видеорегистратором Dahua в полной мере по людям, по автомобилям будет она вести аналитику. Ну, картинка хорошая, качественная, хорошая детализация. Очень хорошая детализация. 8 мегапикселей и 25 кадров в секунду при этом ты получаешь с этой камеры. На видеорегистраторе XMI совместимая со звуком. Но также с приложения ты все это будешь просматривать. Удаленно камеру одиночно можешь просматривать, потому что это полностью система законченная. У нее есть хранилище, карта памяти, слот для карты памяти установил, и у тебя, в общем-то, такая мини-система видеонаблюдения с фиксацией на карту памяти. Там на облако можно писать, я думаю, что Dahua есть облако. Если видеорегистратор Dahua, то однозначно эта камера для тебя. Ну и для всех, у кого Hikvision Dahua, вы, можно сказать, обречены для пользования этими камерами. Не самый плохой вариант, вам и скажу. Ну и цена, соответственно, за эту камеру, конечно, приличная. Есть ли такая картинка за дешевле? Ну, думаю, что есть. Думаю, что есть. И делал я видеообзоры. Но, опять же, там не будет совместимости с твоим видеорегистратором Dahua, например, тех камер. А это как полная совместимость идет. По тревоге, что она здесь нам делает? Пишет по движению, да. Но по всему движению надо исключать вот эту область, потому что видеорегистратор, чисто по всему движению, вот он, принимает от нее тревогу, поэтому тут нужно исключить. По характеристикам, опять же, теперь смело можешь заходить в веб-интерфейс камеры на компьютере, вводи ее домашний IP-адрес на компьютере, и там все глубочайшие настройки с компьютера. Также с приложения можно, с видеорегистратора с дахуовского также полное управление и настройка будет. Ну а с XMI-евского просто можно посмотреть характеристики. Например, вот формат сжатия двухформатная камера, старый, новый есть 265. Есть вариант переключения разрешения 8, 6, 4, 5, 3, 2, 1 мегапикселя. И 25 кадров в секунду стоит при 8 мегапикселях. При 5, при 6 30-ку можно будет ставить. Кто говорил, нужна 8 мегапикселей и чтобы плавность картинки была, чтобы было хотя бы 25 кадров в секунду, вот для тебя камера. Плати деньги и получай хорошее качество. Видите, все плавно, даже вот озеро мое расплывается, и то видно, как это оно делается реалистично. В веб-интерфейсе камеры раздел «Интеллектуальное» снаружи стоит человек и моторное транспортное средство. Чувствительность можно ставить. То есть по умолчанию оно стоит включено. По идее должны писаться видео на карту памяти по этим объектам. Ну и на видеорегистраторе Dahua, также совместимый, который будет с камерой, будет писаться по вот этим моментам. Человек и автомобили. Можешь убирать, можешь что убирать, сохранять. По ночной картинке много интересных моментов. Много различных регулировок и настроек. Камера очень долго сидит в цветном режиме, в автомате, не переходит. И будет ли малейшая освещенность, она не будет переходить в черно-белый режим. Только в полной темноте практически, тогда она перейдет в черно-белый режим. Но можно ее принудительно перевести в черно-белый и регулировать инфракрасные светодиоды. Их свечение регулировать плавно. Можно поставить в автомате, можно плавно регулировать. Также можно перевести камеру в цветной режим принудительно. И также регулировать яркость белых светодиодов, которые можно включать и выключать. И также инфракрасные светодиоды также можно включать и выключать. То есть различные варианты настроек этих трех ночных режимов. И также в автомате будет работать по людям. По людям работает, включает белые светодиоды, по машинам, по тому, чему поставишь. По дневной картинке вариант вот работы с видеорегистратором. Исключил я ту область возле магазина, где дорога, машины, где часто ездят. И видеорегистратор не писал по той области. Но вот ночью уже любое изменение в картинке
будь то автомобиль сюда, фары засветили в область вот эту, где тревога есть, то будет, конечно, сработка и запись на видеорегистратор. То есть аналитика XMI-ского видеорегистратора и Dahua, они несовместимы. Вот идеальный вариант этой Dahua, у кого Dahua видеорегистраторы, наверное, Hikvision, напишите Dahua с Hikvision, вообще они совместимы по аналитике, по людям, по автомобилям. Так, камера очень-таки хорошая. По ночной картинке я не скажу, что супер качество, потому что, наверное, Sony Matrix все-таки больше детализации, получше. Но я вам не скажу, что плохо. Вот тут полная темнота. Полная темнота. Шумов практически не видно. Так можно там переключить, включить дополнительные светодиоды. Будет она работать. По мигалке вот этой уже не заострял внимание. Кому интересно, ну включите здесь, будет вам мигать полицейская мигалка, сирена звучать из динамика, если вам это нужно. В этой камере это есть, и это также работает. Ну и куча еще настроек в веб-интерфейсе различных. Все понятно, разобраться не тяжело. Как по мне, камера отличная. Ну а стоит ли она своих денег, вы пишите обязательно в комментариях. И камера в продаже в Украине по цене AliExpress. Проверенный вариант, работает все отлично. Всем удачи, до следующих видео.